Я поняла, что я, кажется, становлюсь мужененавистницей. Я вчера сидела с девчонками после мастер-класса на улице, в кафе, и поднимаю глаза, отвожу взгляд от своих прекрасных дам, с которыми сижу за столом, и мой взгляд натыкается на мужчину. Нормальный мужик, парень, симпатично одет, идет просто по улице, а у меня ощущение, когда я на него смотрю, как будто я наступила и раздавила дождевого червя, смотрю на кроссовок и такая, блядь, что это такое? Казалось бы, никакой проблемы, но вопрос в том, что мне нравятся члены. И мне не нравится то, что на другом конце, как правило. И для меня это трагедия персональная, потому что секса очень хочется. И что с этим делать, я не знаю. Не, ну а что тут сделаешь? Тут кроме что голову подлечить надо. А что? Я не знаю, что какие-то тут еще варианты, что если она на них смотрит и у нее вызывает какое-то это омерзение, ей сам аппарат нравится, да, мужской, природный, скажем так, а при этом другая сторона, как она говорит, не нравится обратная сторона, только этот аппарат нравится. Ну, блин, я не знаю, найди тогда себе такого, который просто будет лежать. Наверное, а ты будешь там прыгать, делать дела. Я не знаю, да, что в этом случае делать. Не, ну, если да, без шуток, без всего, то, скорее всего, только как-то подлечиться. Я не знаю, как-то свое мировоззрение поменять. Потому что вроде бы интима я хочу с мужчинами, типа не с девочками, а с другой стороны, они меня прям жутко бесят. Это какая-то двоякая фигня. Опять же, это случилось из-за чего-то. Всех же ж невозможно ненавидеть. Как можно... Это как все одно, что сказать, что все женщины там Б, да? Или там девушки. Ну нет, ты же этого не скажешь. Как можно сказать все, если мы не объездили каждый мир и прям не можем сделать статистику такую правдивую, да, и так далее, и так далее. И все не могут быть. У нас есть матеря, которые нас родили, и ты же их не будешь. Если обобщать все, то это получается и включая всех, кто тебя родил. Но так же никто не будет считать, да? Это когда говорят все, это, как и она говорит, там вот ее все бесят, это конкретно те, с которыми она сталкивалась, да и все. Почему я до сих пор не в отношениях? Дело в том, что мне нужен мужик, который был вот до обновлений, до апгрейда. Тот старый классический мужик, которому говоришь, это абьюз. И он такой, ну, я не знаю, сколько он стоит, возьми денег, иди купи себе этот абьюз, если он тебе так нужен. Только, пожалуйста, не еби мне мозг, да? Вот такой мне нужен мужик, да? Все, остальные требования, точка. Что-то она какую-то фигню рассказала, как по мне. Возьми, да, купи этот абьюз, то еще что-то. Короче, какой-то... Опять же, очередная проработанная, она такими же словами говорит, вот, от психологинь проработанная какая-то. Кто-то ей в голову накакал, она на это повелась, и все, и теперь вот несет какой-то бред. Наверное, нужно рассказать, что произошло. В моем прекрасном мире у меня все было замечательно. Я жила с мужчиной своей мечты. В полной уверенности, что я люблю его безгранично, он любит меня безгранично. Но случился разговор, после которого было принято решение разъехаться. И как бы я ни пыталась все это собрать, не знаю, сохранить, окончательное решение уже было принято, оказывается. И что бы я ни делала, я знаю, что это бы не помогло. Вот. Не, ну в этом же причина есть. Просто так же не могло произойти, что опа, садишься со своим возлюбленным, разговаривать, и такой, опа, все, разбегаемся. Я имею в виду к тому, что если это он сказал за это, то была какая-то причина. И мы не знаем, тут вырвато все из контекста. Мы не знаем всех, что там конкретно между ними было, да, что конкретно за отношения, что она там слезы льет. Мы не знаем этого нифига. И не узнаем, потому что мы видим только вот это видео, и все. И тут только можно сказать, что без причины такого никогда не бывает. Не бывает, что люди такие живут, и все, действительно, оба считают, что все хорошо, и потом такой один, ну ладно, все, разбегаемся. Что-то слишком все хорошо, пора разбегаться. Ну нет.
Люди так не устроены, это кроме какие-то идиоты в дурке так могут сделать. А оба адекватные, но нет. Если такое происходит, что у кого-то из стороны какой-то возникла, да, проблема, которую там, не знаю, не обговорили. Ну, короче, это темный лес. Мы, если судить по этому видео, мы нифига не знаем. Ну, тут, да, бесполезно слезы лить, тут просто... Ну, это, как всегда, это мы так устроены люди. Просто когда кому-то был привязан, и резко потом вот так вот как-то разбегаешься, и ощущение от этой пустоты, и эмоции первое время зашкаливают. Также и мужчин есть, когда резко жена приходит, говорит, все, я развожусь, забираю детей, и у него резкое опустошение, начинает там некоторые срываться эмоционально, бухать там, и так далее, и так далее. Долго в себя приходят. Ну, также и у нее период. Все это пройдет. Не знакомиться. Приходится знакомиться самой. Я даже зарегистрировалась на сайте знакомств. И 99,9% мужчин пишут мне одно и то же. Я тебя не потяну, тебе нужен взрослый и богатый, у тебя, скорее всего, высокие требования. Таким образом, я уже очень долгое время остаюсь одна. Как мне нужно выглядеть для того, чтобы мужчина сказал, у нее адекватные требования, вот ей точно не нужен старик с деньгами, точно имеет адекватную оценку реальности. Может быть, мне нужно выглядеть вот так, чтобы обо мне не говорили, что вот у нее высокая планка, и вообще она баба с прицепом, ей никакой богатый мужик старый не светит. И вообще выглядит она, так себе. С таким видом у меня больше шансов получить мужа в этой жизни. Я просто девушка, которая ухаживает за собой, наносит макияж, любит красиво одеться. Красиво не значит дорого. Я не жду, что мой мужчина потенциальный будет зарабатывать ярд в день. Я работаю 5-2, у меня есть доход. Я ращу маленького сына, нам на все хватает. Я готовлю, убираю, стираю, я абсолютно адекватна. У меня за спиной 9 лет образования. У меня есть свое небольшое дело. Я не делаю мозги, голова у меня не болит. Выгляжу красиво, ухоженно, у меня поставленная речь. Я не мекаю, не бегаю, я образована, и в конце концов я готовый кейс для того, чтобы просто на мне жениться. Долго работала над собой, над своей внешностью, над своим ментальным состоянием, физическим состоянием, для того, чтобы быть идеальной версией жены для моего будущего мужа. При этом меня отталкивают абсолютно все мужчины, не хотят со мной знакомиться. Наверное, мне нужно выглядеть вот так. Почему, прежде чем познакомиться, мужчины оценивают сразу какую-то финансовую часть женщины? Какие мне нужно делать фотографии, чтобы мужчина сказал, вот я хочу с ней познакомиться? Мне нужно сфоткаться на фоне бабушкиного ковра, одеть старые ритузы, неопрятную парку. Может, вы поможете мне найти мужа? Верю, что это можно сделать даже в Инстаграм. Отметьте в комментариях мужчину, который одинок и свободен. Или пришлите это видео ему в личку. Возможно, он может стать моей второй половинкой, так сказать, и моей опорой, и моим партнером по жизни. Ну, мне кажется, тут просто ребенок отпугивает потенциальных мужей, скажем так, и поэтому не хотят знакомиться. Просто попадаются, скорее всего, мужчины такие, которые после того, как узнают, что у нее есть вот такой вот маленький ребенок, там, не знаю, от брака ли первого, либо это просто у нее были отношения, да, ну, есть, я знаю, люди без брака живут, и опа, без защиты, скажем так, интимные у них движения, опа, и ребенок получился. Ну, потому что так природой задумано, если ты не защищаешь. Да и даже и в этом случае есть, я слышал претенденты, что и даже и в защите бывает. Какие-то там тудырки в резине, то еще что-то, но не суть. И вот у нее ребенок. Мне кажется, тут не внешность отталкивает, не в том, что она там какая-то, говорят, ну это ей так говорят просто, мы тебя не потянем, туда-сюда, и сливаются. Ну то есть у нее внешность лично для меня, она не какая-то офигеть, вау, что вот глядя на нее, я такой подумаю, ну да, бизнес какая-то леди, какая-то прям просто пушка, и все, скипаем ее, не знакомимся. Я же говорю, скорее всего, просто за ребенка узнают и соскакивают те парни, которые не хотят в это ввязываться дело, потому что, ну нафиг. Ну и просто они же тоже понимают, что вот у нее маленький ребенок, и тут даже элементарно ее, скорее всего, на интим, не, как она говорит, голова мне не болит, не особо вытащишь ее. А начни с такой жить, вот с таким вот маленьким ребенком, да практически с любым ребенком, кроме если ему не 18 лет, и он уже не живет отдельно, там всегда будет проблема с интимом. Я уже пожил с 2 девушками, да, там проблема в любом случае. Ну как проблема? В том плане не в том, что это невозможно сделать, а в том, что, ну, просто ребенок рядом, да. Если он особенно не школьник, не в садике, он просто рядом, и ты не можешь это сделать, ну, скажем так, по щелчку. У тебя это будет по графику в любом случае, там, когда уже
спать будет ребенок там где-то перед сном. Ну, короче, как-то так ловится вспышка, когда он где-то не видит. Где-то как-то так. Ну, это немножко некомфортно. Ну, опять же, каждому свое. Знаете, что меня больше всего бесит как психолога в современном представлении об отношениях между мужчиной и женщиной? Ко мне часто приходят клиентки для того, чтобы поработать над сферой отношений. Вот они тревожные, они были в отношениях с избегающим партнером, и они все приходят с одним и тем же запросом. Почему он меня так легко забыл и живет дальше, а я нет, я тоже так хочу. Меня раздражает, что вот это избегание, вот эта холодность, вот это отключение от эмоциональной части в нашем обществе пропагандируется как сильная позиция. Вот они закончили отношения, он ее забыл, он живет дальше, ему не больно, а она вот страдает, она переживает, она ходит к психологу, она все это прорабатывает. Вот почему я такая слабая, он такой сильный. На самом деле это нихуя не так. Избегающая позиция – это не сильная позиция. Избегающая позиция – это позиция, наоборот, слабее даже, чем тревожная. Потому что тревожные люди, они хотя бы с этим что-то делают. Тревожные люди приходят в терапию, говорят, со мной что-то не так, я какая-то не такая, я вот не таких партнеров притягиваю, я там виновата, 5-10. Человек терапевтируется, понимает, что с ним все в порядке, просто он тревожный, работает над этим и живет дальше счастливо, развивается как личность. А избегающий человек, он не развивается как личность. И, на мой взгляд, это одна из самых главных проблем в контексте современных отношений в России. Потому что у нас девушки, они воспитываются в таком контексте, вот ты должна быть такой, и они изначально рождают, ну, то есть они растут более тревожными, потому что они сразу какие-то не до, и им нужно вот дотянуться до того, чтобы до разрешения называть себя настоящей женщиной. А мужчины взращиваются в контексте ты сильный, ты стойкий, ты мальчик, мальчики не плачут, и поэтому мужчины изначально, то есть они от своих чувств пытаются отгородиться. И таким образом у нас просто по гендеру разделяются тревожные женщины и избегающие мужчины. И тревожные женщины, они работают над собой, потому что они постоянно думают, что с ними что-то не так. И если раньше это были какие-то курсы по тому, как стать воздушной, как стать женщиной, которая притягивает мужчин, то сейчас они чаще идут в терапию, и они понимают, что с ними все в порядке, что они классные, крутые, они развиваются, они на этой тревоге делают огромный скачок вперед. При этом, что мужчины, которые избегают своих чувств, они не растут как личности, потому что любые эмоциональные сложности для них это страшно, они не понимают, они закрываются, они уходят. То есть нет вот этого преодоления кризисов в отношениях, преодоления кризисов в жизни, в бизнесе, в карьере, в реализации. То есть вот они не умеют выносить эти тяжелые эмоции. Это не только в отношениях. И поэтому у нас такой разрыв. То есть у нас есть большое количество женщин осознанных, классных, которые реализуются в карьере, которые работают над отношениями, которые устраивают себе классное окружение. И есть мужчины, которые остаются на уровне, не знаю, 15 лет, где есть черное-белое, где либо хорошо, либо никак. Если у него что-то не получается, то это не ошибка, это он какой-то не такой. И вот они буксуют на этой истории. А избегающие люди, они застревают. Они в постоянных защитах. То есть их мозг их обманывает, их мозг их постоянно искажает действительность. Им то плохо, то еще что-то, то какие-то обстоятельства, то невыгодно, то еще что-то. И это во всех сферах жизни. Поэтому из-за того, что у нас изначально воспитание разделяется на воспитание тревожных женщин и избегающих мужчин, такая проблема возникает, и много классных женщин, они просто не могут найти себе подходящих партнеров, потому что их, правда, меньше. Не, ну тут она опять рассуждает просто с позиции девочки. Ну, потому что она живет в девичьем теле. Она опять рассуждает с этой позиции. И очередной психолог, да, как бы сидит там, мозги чистит там девочкам, скажем так. Женщинам, девушкам и так далее. А так просто она с этой позиции рассуждает. С чего она взяла, что избегающий тип? Просто, что если мужчины, после расставания им как бы похер, а вот она страдает. Да потому что, скорее всего, рухнул ее проект просто. И все. Как я уже и говорил там и в предыдущих своих видео, мысль в том, что просто изначально мужчина вышел на охоту найти кого-то потыкаться. Нашел вот какую-то особу, да? Они изначально тыкались на расстоянии. Он там на работу ходил, она на работу. Они где-то на какой-то территории встречались, либо на его, либо на ее. Ну, или, скорее всего, может, он куда-то ездил, да? Допустим, он ездил. Потом она решила усугубить. Говорит ему, давай как бы съедемся. Ну, что, мы уже как бы тыкаемся не первый день, да? Надо уже как-то усугублять. Окей. Мужчина думает, да, норм идея, а что? В целом, не надо мне ездить никуда, на такси, либо на своем авто, стоять где-то в пробке, да? Как бы, что, пришел с работы, опа, она уже наглаженная, пахнущая там, да? Ждет тебя в постели, скажем так. Удобно, не надо никуда ехать, сделал дела, лег спать, на работу пошел потом. Я говорю при условии, что если мужчина реально вышел на охоту, и у него просто там, как бы, надо было, как говорится, стравить давление в яйках, и все. И все. А женщина же
усугубляет постоянно, потом говорит там, давай распишемся, еще что-то. И просто вот когда она усугубляет, мужчина понимает, блин, да нафиг оно мне надо. И начинает соскакивать. И он легко соскакивает, и поэтому он легко потом другую находит, такую же, да, там, потенциальную, просто потыкаться, и все. И он не хочет серьезно с ней ничего мутить. И, ну, либо ему на данный момент не надо, либо он просто такой пока что, как бы, не видит в этой конкретной, там, девушке-женщине свою, там, будущую жену, да. И все, я вижу это вот так. Потому что сейчас это тоже сплошь и рядом. Есть такое? Ну, есть, но факт. Тут каждый, если из мужчин, кто посмотрит, он, ну, может вспомнить, и был ли у него конкретно такой эпизод в жизни, когда он действительно, ну, не так же. Вот я, когда где-то попервые, если встречал каких-то там на своем пути девочек, раз, у меня не было такого сразу по щелчку, о, блин, будет моя жена, по-любому. Ну, не было. Изначально, блин, ну, мы же идем по основному инстинкту, по нашему, да, как бы, а потом уже просто некоторые женщины, девочки пытаются строить из этого семью. Да, бывают и мужчины, исключения. Есть очень редко, что действительно выходят и конкретно сами ищут тоже семью. Но это реже гораздо, больше женский пол. И вот поэтому и происходит потом это в оконцовке, когда страдает больше женский пол, нежели мужской. Конечно, если мужчина там, это был его проект, он там безумно хотел семьи, детей, там втюрился и так далее, да, он будет страдать, там прибухивать, там, наверное, и так далее. Кто как с этим справляется, да, там к психологу, может, тоже пойдет. А тут, ну, такое. Поэтому я же говорю, то есть есть две стороны медали, она это не проговаривает, она это говорит в контексте в том, что как будто бы мужчины в целом такие вот воспитываются, что вот мы подавляем в себе эмоции. Ну да, в целом мы с детства где-то что-то можем в себе подавлять, но не все. Общество воспитывает так более, да, что типа, что ты мужик, что ты там ноешь. Ну, условно говоря, есть же такие фразы. Но не все к этому относятся. Она не говорит за вот этот контекст, как я порассуждал. Она говорит только конкретно, что вот мы такие вот не показываем чувств, а на самом деле мы там типа, да, не такие. А эти показывают, наоборот, чувства, все такие это. И поэтому они такие страдают и думают, что с ними что-то не так. Нет, тут совсем все по-другому. Просто время 8 вечера, и я хочу замуж на ручки. Почему? Потому что я поняла, что машина не открывается капот. Потому что что-то там какие-то тросики-хуёсики сломались. Еду без навигатора, потому что ты, сука, постоянно в этом сраном Шереметьево пытаешься разобраться по карте в темноте, по каким-то переулкам, полузаводам, каким-то заброшкам, гаражам, чтобы найти ближайшую мастерскую. Там тебя не воспринимают нормально, поставили машину, и я вижу по камере, что никто даже не стоит около нее. Я уже начинаю злиться, говорю, чуваки, ну я же вижу, что, ну давайте пойдем. Она, естественно, подходит, говорит, ну вот так-то сломано, это надо заказывать. Блять, а вы не могли раньше это сказать, какого хера я сижу с вами тут уже 15 минут, жду, пока там никого нет, когда мне надо ребенка забирать с английского, слава богу, есть бабушка с дедушкой. Ну, короче, какой вывод можно сделать? Что ей мужчина нужен тупо просто, чтобы вы такие вот моменты ее закрывать какие-то, да? Когда у нее произошла какая-нибудь такая трагедия, типа как тросик оборвался, и типа как будто бы тупо для этого иди сюда, помоги мне в этом и иди нахер. Я дальше поехал забирать ребенка с английского там, благо есть бабушка, дедушка. Ну, короче, такое себе, да. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, пишите свои мысли в комментариях. Всем пока.